Моя автобиография. Путь от сварщика до наставника. Совершенно спонтанно решил записать это видео. Не готовился, плана никакого нет. Записываю это видео по двум причинам. Первая причина. У меня есть громадный багаж знаний и опыта моей личной трансформации от точки А до точки Б. Точка Б — это где я нахожусь здесь сейчас. И что я имею, и что у меня в голове, что произошло, что я преодолел по жизни. Вот сейчас я про это буду рассказывать. А вторая причина — это просто записываю это видео для себя. Мне кажется, будет как история. Многим оно будет ценно, полезно узнать со стороны про меня, про мой путь, как я достиг все достижения свои. Опять же, я буду сейчас перечислять в своей автобиографии. И для самого себя, мне кажется, будет интересно через 3, через 5 лет, через 10 лет. Я включу это видео, посмотрю, улыбнусь, вспомню. В общем, это будет кайфово. Ну, давайте теперь рассказывать про саму автобиографию. Я думаю, рассказ будет не такой длинный, но он будет интересный. С чего начать? Меня зовут Сергей Витищенко. Родился я в деревне, даже в поселке Матыгино, это на севере Красноярского края, в Сибири. В простой семье. Мама у меня преподаватель, отец ветврач. В первый класс я ходил в Матыгино в деревне, во второй класс мы переехали в город Минусинск, это на юге Красноярского края. Что я помню со школы? То, что у нас было безденежье. Жили мы бедно, раз в месяц мама получала зарплату и папа там покупали вкусняшки, вафли. Я вот до сих пор люблю шоколадные вафли. Для меня это что-то такое вообще вот очень-очень ценное. Жили мы в простом частном доме, я топил печку. У меня есть брат также родной, который на 4 года старше меня. Как я уже сказал, мама у меня преподаватель физики, а папа у меня ветврач. И с самого-самого детства, еще со школы, мама что нам объясняла, даже не объясняла, это чуть ли не каждый день нам это говорила. Самое главное в жизни — это образование. Образование, вот если ты хочешь стать человеком, ты должен получить высшее образование, потому что у мамы и у папы оно есть. Если ты хочешь выбиться в люди, самое главное — это образование. Неважно, не надо быть богатым и так далее, счастливым, главное — получить в жизни образование. Вот такой вот у меня был месседж. А папа все время говорил. И спасибо им большое, они сейчас еще живы-здоровы, им передаю привет, если они будут смотреть это видео. Папа все время говорил, богатыми становятся либо бандиты, либо очень-очень умные гении люди. И он постоянно так говорил, богатые либо бандиты, либо очень-очень умные, там какие-то гениальные люди. Ну и что? В общем, вот с таким вот багажом знаний, с такими установками, с такими убеждениями я жил. В школе я учился, закончил школу 11 класс в Минусинске, в аттестате у меня было 4 тройки. Почему мне папа говорил про то, что главное быть очень-очень умным, только можно стать как сказать, если быть очень-очень умным, только после этого можно стать богатым. А так как у меня 4 тройки в аттестате, ну все, тут все решено как бы. Потом, после школы, вот я закончил школу, сдал ЕГЭ. И мы поехали в Красноярск поступать. Ну как мы поехали? Я и мама меня отвела в политех, Красноярский политехнический институт. И меня не спрашивая вообще, ну наверное я сам в то время вообще не говорил. Мы пришли в деканат на механико-технологический факультет, на сварщика, на машиностроение специальность, то есть высшее образование, машиностроение. Я тогда еще, что такое сварка вообще? Я вообще не понимал, не знал, что это такое, зачем мне это надо, мое, не мое. Меня вообще никто не спрашивал, мне просто туда, как сказать, я поступил на бюджетно, бесплатно, отучился 2 года. Но так как я жил в Красноярске, и у нас было плохо с деньгами, вообще очень-очень туго на самом деле. Я пошел работать, совмещал работу и учебу, в общем, не получилось это совмещать. Учебу... Очень много долгов, и меня, грубо говоря, выгнали меня за долги на 2-м курсе примерно. После 2-го курса я пошел в армию, отслужил в Новосибирске, ВВС, ПВО, ЗРВ 1 год. Вернулся и думаю, что делать. Либо пойти работать, либо дальше какое-то образование получать, пока еще не знал, как сказать, не было этой основы, не было этой уверенности, не было этих знаний. Ну, я еще был ребенком, мне кажется, в то время, я вообще еще не понимал, что путем делать. И тогда мама посоветовала, иди в техникум. Пошел я в Красноярске в техникум, закончил его с красным дипломом по специальности техник сварочного производства.
И, грубо говоря, я стал сварщиком, я пошел на завод работать, зарплата 20 тысяч рублей или 25 тысяч рублей. В общем, меня это очень сильно не устраивало. После этого я думаю, блин, вроде бы у нас так в Красноярске, либо у меня так, не знаю, среди моих знакомых, тех, которые были, очень много людей ездили, сварщиков, именно на вахты. Я думаю, тоже поеду на вахту. И начал ездить по вахтам. Первая моя вахта была Магадан, Норильск, Якутия, Камчатка, Сабета. Ну, в общем, я все севера Красноярского края объездил, работал там сварщиком на трубе, со своими различными убеждениями. Параллельно я поступил на заочно, опять же, в тот же политех, тогда он уже переименовался и стал называться Сибирский федеральный университет, на специальность машиностроения. Я ее закончил, специальность машиностроения, то есть получил уже заочно высшее образование. И тогда я уже встретил свою жену, будущую, наверное, ну, мы уже там 10 лет вместе, я даже не помню сейчас какой-то год, но 10 лет назад, это получается 25 лет мне было, сейчас мне 35, это было 10 лет назад, 25 лет. Тогда я встретил свою жену, мы поженились и приняли решение, я до сих пор ездил на вахты, работал сварщиком, по всем этим северам, по Якутиям, по Магаданам, по Норильскам, мне так это, ну как сказать, не особо мне это нравилось. Я чувствовал то, что это не мое, ну то, что, блин, ну работа сварщиком, она меня ограничивает, я не раскрываю свой потенциал, я вообще занимаюсь не тем, чем я хочу, не тем, что, о чем я мечтаю вообще. Я тогда мечтал, как бы устроиться на работу, ходить на работу в белых рубашечках, в белом воротничке. В общем, мы принимаем решение переехать в Москву. Переезжаем мы в Москву, я уже перестаю работать сварщиком и иду устраиваться в компанию по продажам сварочного оборудования. И вот моя первая такая трансформация. Я вот мечтал работать в белой рубашечке, белом воротничке, и все, я работаю менеджером, обыкновенным менеджером по продажам. Работаю все больше и больше, дослуживаюсь там до руководителя развития направления, руководитель направления, должности все выше и выше у меня получаются. Тогда мы в первый раз, тогда вообще у жены была мечта поехать в Америку. И мы тогда еще, когда в Москве посольство работало американское, пошли в американское посольство, получили визу и поехали в Америку, в Нью-Йорк. Наша первая поездка туда на 12 дней. Конечно, это было круто, конечно, это было здорово. Это просто было расширение, это был разрыв какого-то мозга, разрыв стереотипов, шаблонов. То, что мы как будто бы попали на какую-то луну, на другую планету вообще. 12 дней в Нью-Йорке мы путешествовали, брали машину Мустанг, ездили в Вашингтон. Ну, в общем, классно было вообще. Тогда для нас это и на нас-то все окружающие, наши знакомые, друзья, ничего себе, в Америку тогда ездили. Да, это было так. И когда мы вот жили в Москве, я тогда начал, опять же, уже вот работая менеджером по продажам, понимать то, что сварка что-то мне не особо-то уже и интересно. Это вот как будто бы я занимаюсь не тем, что хочу. Я делаю то, что, ну, мне уже как будто бы не в кайф. Это уже... Ну, это не я настоящий, у меня было много-много ролей. Я вот утром просыпаюсь, и у каждого из нас есть много ролей. Я надеваю маску на себя и иду на работу с этой маской, и работаю. И это я был не настоящий, я был не сам собой. Я под всех подстраивался, я не умел ставить границы. Я жил как будто бы не своей жизнью. И тогда первая моя трансформация, когда жена на день рождения, помню, не на день рождения, на Новый год, она мне подарила сертификат встать на гвозди. Я думаю, гвозди? Блин, зачем встают на гвозди вообще? Что это такое? Что за ерунда? Я там где-то видел, не знаю, в Ютубе, может, что-то слышал, йоги стоят на гвоздях. Окей, ну ладно. Гвозди так гвозди. И вот первый мой такой опыт был. Я встал на гвозди, простоял, сколько, больше часа. Глаза, естественно, были вот такие. Было очень больно, страшно, но это непереносимое ощущение, но это кайфовое ощущение. И тогда я все больше и больше понимал то, что... Блин, а жизнь-то, она совершенно, она не только в моей голове. И как будто бы не мы подстраиваемся под окружающий мир, а мы создаем этот мир вокруг себя, создаем все условия, создаем доход, создаем отношения, создаем вообще путешествия, да все что угодно. То есть мы сами хозяева своей судьбы. И вот сначала были гвозди, потом я поехал на випассану, сам узнал, записался. Это было на озере Плющеево, недалеко от Москвы, 2 часа на машине, на йога-даче. В общем, моя первая випассана, помню, она была 4 дня. Это было круто. Я вообще понятия не знал, что такое випассана. Я туда приехал. И мы там медитировали, ходячая медитация, сидячая медитация, не разговаривали. В общем, я тогда еще сделал фотографию
перед випассаной и после випассаны. Это два совершенно разных человека. И тогда, как будто у меня после этой випассаны, ну вообще в голове много что поменялось. И тогда я начал заниматься, изучать психологию, изучать медитативные различные практики. Мне это стало интересно, я стал погружаться в себя, я ходил на расстановки, ходил к различным специалистам, я начинал работать с собой, с своими убеждениями, с своими страхами, с своими комплексами. Я тогда завел свой первый YouTube канал. Вот сейчас у меня вообще 3 YouTube канала в разных темах. YouTube канал по сварке, YouTube канал по сексологии и психологии, YouTube канал по медитациям вот, и про наставничество, на котором я сейчас записываю. 2, кстати, из них YouTube канала на монетизацию у меня стоят, то есть я получаю пассивный доход. Но вообще сами YouTube каналы были для того, чтобы научиться разговаривать на камеру, научиться быть самим собой, потому что я вспоминаю свои первые видео, когда я записывал, это был, я вообще, мне кажется, даже не смотрю, это был не я, это был какой-то робот, я подготавливался 30 минут, какой 30 минут, я 2 дня готовился к первой записи видео, ну, в общем, это большая-большая психологическая работа, и когда ты записал уже 500 видео на 3 различных YouTube канала, ты уже настоящий, ты уже живой. Ну вот как я сейчас. Я уже говорю, что хочу. Я уже даже не что хочу, а что я думаю по-настоящему. Я сижу без маски. Я сижу именно тот, кто я. Я целостный. Ну, в общем, вот именно YouTube каналы и съемки самого себя на различные темы мне в этом очень-очень сильно помогли. И, как я уже говорю, я параллельно занимался психологией, самопознанием, саморазвитием. Я много что изучал. Мне это было очень-очень интересно вообще. В сварке я все меньше и меньше. Да, я продолжал работать, ходить в офис, получать зарплату, но я понимал, это не мое. Я хочу другого, я хочу путешествий. И тогда мы в первый раз с женой поехали уже в Штаты пожить. Мы жили в Лос-Анджелесе, мы жили в Нью-Йорке уже гораздо больше времени. Это опять такая новая трансформация. Мы полностью погрузились в те процессы, которые там. Мы узнали новых людей, мы узнали вообще новый мир, мы путешествовали по Штатам. Ну, это было потрясающе, это было круто. Тогда я пошел учиться в Московский институт психоанализа. Далее я потом закончил Национальная академия дополнительного профессионального образования по специальности сексология и начал работать с клиентами в плане сексолога. По сексологии, вообще сексология это 99% психология и 1% лишь там общие термины. Я выбрал себе такую тематику СТОСН, это синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. И начал работать с этой тематикой с мужчинами. СТОСН это когда перед половым актом эрекции либо вообще нет, либо она слабая. То есть это психологическая проблема. И как сделать так, чтобы эрекция была? То есть с помощью различных практик, методик, упражнений, работы с головой, работы с сознанием, с умом, с бессознательным. Ну, то есть мы делаем так, работаем с клиентами, чтобы у него была эрекция, чтобы он избавился от различных комплексов, страхов, тревоги и так далее. Вот у меня есть свой сайт stosn24.ru, там я провожу практики с клиентами. Ну, точнее, не там я провожу практики, я провожу онлайн, либо офлайн. Там у меня куча отзывов, вы можете посмотреть, как я работаю. Также там моя терапия. То, что я работаю не только индивидуальные сессии, но и в качестве терапии с клиентами по различным психологическим и запросам в сексуальной сфере. Далее все больше и больше я вот погружался. Опять же, куча тренингов, курсов, практик. Все это изучал. Потом мы поехали на Бали пожить полгода. Мы до этого, как сказать, много знакомых среди нас говорили, что эй, там классно на Бали пожить, там духовный путь, духовный рост, там остров тебя зовет. У нас не было такого опыта, и мы решили съездить. Мы пожили там полгода. Это было классно, здорово. Опять же, я там много встретил офигительных людей, именно с такой энергией, прям там были ретриты, там были всевозможные там мастер-майнды, на практике различные там ходил, там много чего изучил и внедрил в свою жизнь. Это был интересный такой богатый опыт для расширения сознания. И вот все далее, работая, все-таки еще продолжая. А мне кажется, после Бали я уже все-таки уволился с мира сварки, я там проработал, вот миру сварки я дал 13 лет. Я дошел от простого сварщика до самых высоких руководящих должностей. Вот именно в сварке я много чего добился. И в плане заработка, и в плане опыта, да и там во многих сферах, и много с кем познакомился. Ну, это был интересный опыт, но опять же, я понимал, что это вот не мое. Я вспоминаю свои последние дни, наверное, в офисе,
Когда я приходил в офис, заваривал, там, не знаю, 3 кружки кофе, постоянно пил кофе, я чувствовал то, что меня тошнит, я чувствовал то, что я больше не хочу тут находиться, я больше не хочу заниматься этой деятельностью. И все-таки после этого уже, вот как раз на Бали мы уже приняли решение, ну я принял решение, то, что все, я уже вот не хочу сваркой заниматься, это уже, да, это багаж знаний, это большой опыт, и я благодарю то, что мне принесла в мою жизнь сварка. Но все, хватит, стоп. Я хочу работать с людьми, я хочу работать индивидуально, я хочу работать с группами, я хочу как-то больше проявляться. После этого я начал учиться на преподавателя медитации. Кстати, я уже как 3 года медитирую, то есть я до этого медитировал. И мне стало это интересно, я решил изучать этот вопрос. И уже совсем скоро, вот я у Игоря Будникова заканчиваю через месяц или через 1,5 у нас обучение полугодовое на преподавателя медитации. Когда мы в Красноярске вот недавно жили, я проводил практики онлайн, офлайн, я выступал на 3 телеканалах, рассказывал про медитацию. До сих пор на одном из телеканалов выходят мои ролики, я для них записываю свои видеоуроки по медитации для начинающих, медитация Mindfulness. Так как я понимаю в этом силу, я понимаю, как медитация вообще изменила и трансформировала мою жизнь. Ну не только, естественно, медитация, а прежде всего работа над собой, поиск себя, соединение всех своих ролей в одну роль, быть настоящим, жить в настоящем времени, здесь и сейчас именно. Это вот большая-большая такая работа. Сейчас мы находимся в Мексике. Тут я 2 недели назад пробовал айваску, неделю назад мы ходили на церемонию темаскаль, это индейская баня, но там не моются, а там такие обряды шаман проводит, это офигительный опыт, скоро там поедем на пирамиды, через месяц мы полетим в Штаты, потому что мы соскучились, у нас есть повторная виза, мы получили опять же на Бали в Джакарте, и хотим пожить примерно полгода, наверное, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке. Вспомнить те времена, когда мы до этого там жили, снова получить этот опыт, расширить наш кругозор. И вот сейчас, по факту, я уже чувствую то, что, даже не чувствую, а то, что вот у меня накопился громадный багаж знаний. Кем я был, кем я стал здесь сейчас, мои увлечения в начале по жизни, мои увлечения сейчас, от каких вредных привычек я избавился, что я в свою жизнь внедрил. Кстати, я сам работал с наставником, это было 2 года назад, с Виктором Зарядом. Это был крутой опыт, я много что в своей жизни изменил. И сейчас я сам уже работаю как наставник с людьми. Мы работаем 2 месяца, 8 сессий, то есть каждую неделю мы встречаемся. Что такое наставничество? Наставник и наставничество это тот, кто подсвечивает сильные стороны другого человека, кто знает механизм. Это общая такая работа. Это, допустим, у человека есть запрос. Не знаю, вот у меня заработок там, не знаю, 30 тысяч рублей, я хочу 1 000 000 рублей. У меня там с отношениями то-то, то-то, я хочу реализоваться как-то в отношениях. Либо я хочу реализовать и найти себя и понять, кто я, найти специальность, либо сферу деятельности, которой мне было бы интересно заниматься. И вот моя работа как наставника заключается в том, что вот построить путь из точки А до точки Б. У каждого из нас есть хотелки, мечты, цели. И как сделать так, чтобы человек, клиент, достиг своей цели в течение 2 месяцев. То есть тут индивидуальные сессии не подходят, потому что слишком мало времени. А вот именно 2 месяца и 8 сессий плюс домашние задания и постоянный контакт с человеком приводят его к своей цели. И вот я сейчас работаю уже как наставник, потому что, опять же, вот тот багаж знаний, тот опыт, который у меня есть, те образования, которые у меня есть, те квалификации в разных вообще сферах, совершенно в разных сферах. Это и йога, и дыхательные практики, и медитация, сексология, психология, сварка, это 3 YouTube-канала, это вообще это популяризация, это проявление, это мой жизненный багаж знаний, опытом и так далее. И я это все применяю при работе со своими клиентами именно в наставничестве. Кстати, если кому интересно, то напишите сообщение, я вам вышлю условия, сколько сейчас у меня стоит наставничество. И кто хочет достигнуть своей цели, своей мечты, своей реализации, своей хотелки, увеличить финансовый доход, разобраться с отношениями, построить бизнес. То есть мы вместе с вами пройдем этот путь, и к концу нашей работы вы получите то, что вы хотите. Это именно как вот работа наставника. И вот сейчас мне 35 лет, я сейчас работаю как наставник.
Я сейчас прекрасно понимаю то, что я свою квалификацию как наставник все больше и больше, все лучше и лучше ее повышаю свои методики, свои упражнения, свои техники, свой метод работы, с которым мы работаем. Я думаю то, что через год, через 2, через 3 моя компетенция в этом будет гораздо выше, и стоимость будет, там, не знаю, мне кажется, даже уже там через 3 месяца я уже планирую стоимость поднимать, потому что я понимаю тот объем знаний, те рекомендации, ту систему, которую я даю, она просто у человека трансформирует жизнь, она меняет жизнь к лучшему для достижения там, целей, различных, как правильно сказать, различных мечтах, там, мечт. Ну ладно, все-таки неправильно. В общем, если у человека есть цели, мечты, и с моей помощью он гораздо быстрее к этому придет. В общем, наверное, все. Если у вас есть какие-либо вопросы, либо что-то у меня хотите спросить лично, то задавайте комментарии, пишите мне в соцсетях. Я буду все по-честному отвечать. Все, что я знаю, буду делиться опытом, а на этом YouTube-канале теперь планирую записывать различные вебинары, опять же, свои мысли, свои идеи, и их выкладывать и делиться с этим своими знаниями, опытом именно с большим количеством людей, чтобы для кого-то это принесло ценность, чтобы кто-то что-то услышал, понял, трансформировал, какой-то инсайт и тем самым изменил свою жизнь. И я вот, как сказать, я чувствую, что это моя миссия, именно вдохновлять людей своим примером для того, чтобы они реализовывали себя и шли по своему пути, соединились сами с собой там, и так далее. В общем, если есть какие-то комментарии, то задавайте. Если хотите узнать про наставничество более подробно, то пишите, я вам все отвечу. Спасибо большое. С вами был Сергей Витищенко. Всего доброго. До свидания.